До сих пор нет единого мнения, как правильно писать, YouTube или YouTube. Есть слово не репост, stories. И в одном учебнике это слово написано stories с S на конце и stories с Z на конце. Я видела Z. Изучай русский с удовольствием и с русским радиошоу. Изучай русский с удовольствием. Друзья, всем привет! Вы смотрите и слушаете «Русское радиошоу», подкасты и видео для тех, кто изучает русский язык. Я Сергей, ваш учитель русского языка, моя коллега Ольга. Привет, привет. Я думаю, что Ольгу вы помните, знаете, любите. Ольга принимала участие в записи одного из предыдущих эпизодов. Ольга, кстати, тот выпуск, как сейчас принято говорить, залетел. Залетел, значит, стал очень популярным, стал практически вирусным. Ты получала какие-то отзывы после предыдущего выпуска? Да, какие-то студенты мои, бывшие, старые, что-то мне написали, хвалебные слова, да, было приятно. Отлично. Сережа, ты сделаешь рекламу. Ты знаешь, профессионалам реклама не нужна. Да. Друзья, напомню, что вы можете, как всегда, включить субтитры, чтобы понимать абсолютно все. Вы можете бесплатно на моем сайте russianradioshow.com скачать PDF-файл с полной транскрипцией. Сегодня у нас выпуск, предназначенный для студентов, чей уровень B2C1. Это выпуск номер 128. Сегодня мы поговорим о словах, которые раньше были сленгом, а недавно стали нормой, то есть они официально вошли в словари и теперь являются стопроцентной нормой. Честно говоря, некоторые слова меня удивили. Да, меня тоже. Мы начинаем. Изучай русский с удовольствием. Мы будем подглядывать. Мы сделали такие шпаргалки. Я недавно, кстати, одному студенту объяснял, что значит шпаргалка. А что такое бомба, помнишь? Бомба. Бомба — это та же шпаргалка, но... Это когда весь ответ написан на листе. Да. И ты просто достаешь этот лист. И сдаешь потом Сдаешь. его. Ну, не сдаешь, мы-то отвечали, устные экзамены же были. Да, шпаргалка — это то, что часто студенты пишут перед экзаменом, чтобы потом эту шпаргалку спрятать куда-нибудь. И переписать с нее. И во время экзамена переписать. Моя преподавательница по русскому языку в школе, учительница, всегда говорила: всегда пишите шпаргалки, но никогда не берите их на экзамен. Потому что, когда вы пишете шпаргалку, вы повторяете материал. Это точно. Так, друзья, я был удивлен, но оказывается, нормой с 2026 года стало слово «созвон». Ты часто употребляешь? Я нет, слышу. Я сама не часто, слышу. Я часто говорю «до созвона». То есть, например, если я договариваюсь с кем-нибудь созвониться... Созвонимся, я говорю. Да. Кстати, друзья, я совсем забыл сказать, часто спрашивают, а что является нормой? Как понять, что является нормой? В России главным авторитетом в этом вопросе является Институт русского языка имени Виноградова Российской академии наук. Именно это учреждение определяет, что является нормой, а что каким-то временным сленгом. Так что если вот этот Институт русского языка имени Виноградова говорит, что это норма, все, это норма. Это норма. Слово «созвон». Я подумал, что это логично, что это слово стало нормой, потому что у нас было слово «звонок», но звонок у меня сразу ассоциируется со звонком по телефону. По телефону. А если это Zoom, если это Skype, который уже умер, по-моему. Скайп умер. Или... Встреча по Зуму, по Скайпу? Нет, это не то. Созвон. Созвон, логично. Я, например, с некоторыми своими коллегами, когда договариваюсь пообщаться по Зуму, я говорю: окей, до созвона. То есть до встречи в Зуме. Да. Созвон. Всё, Следующее слово. Слово «безвиз». Вот ты знала, что это норма? Ты знаешь, я не знала, что это норма. Вообще, я удивилась. Раньше говорили безвизовый режим. Да, С этой страной у нас есть безвизовый режим. То есть вам не нужна виза, чтобы поехать в эту страну. Да. А теперь существительное безвиз. Да, с 2026 года пишется вместе безвиз. Безвиз. Кстати, ты консерватор, если говорить о языке. Насколько ты быстро абсорбируешь все эти новшества? Ты знаешь, мне кажется, я не консерватор, мне интересно это Да? все. Мне очень интересно, да. И живя здесь, мне интересно, что происходит в России. И если я читаю какие-нибудь, не знаю,
посты в Инстаграме или там, не знаю, в Фейсбуке или где-то вот молодежь как пишет. Мне интересно, я все время думаю, откуда это слово и почему? Не знаю, мне кажется, язык живой. Конечно. Он должен развиваться и идти, как ему нравится. Но все равно важно соблюдать баланс Ну, какой-то. баланс, да, баланс нужен. Потому что, честно говоря, я когда вижу, что человек, там, не знаю, находящийся в золотом возрасте, как это принято говорить, через каждое второе слово вставляет что-то такое новомодное, сленговое. Это неплохо, это окей, но мне это кажется не очень гармонично. Да. Кстати, я недавно выучил новое слово, новую фразу, она еще не вошла в словари, но сейчас очень популярна. Prime Era. Ты знаешь, что это? Никогда не слышала. Я всем сейчас говорю, потому что у меня... Надеюсь, вы знаете, почему я это сделал. У меня сейчас такой хороший период в жизни, и в профессиональной, и в остальных частях жизни. Вот когда у тебя все хорошо, ты на высоте, и в личной жизни, и в профессиональной, ты успешен или успешна, у тебя prime era, то есть это твое золотое время. Красиво звучит. Prime era. Все, Сереж, запомню. Но это еще не норма. Когда будет такой период в моей жизни, так я скажу. Хорошо, я удивился, что только в 2026 году в словарь вошло слово «феминитив». Это калька. Что ты думаешь о феминитивах? Что ты думаешь о таких словах, как авторка, дирижерка, режиссерка? Честно? Да. Мне они не нравятся. Не нравится? Нет. Я пока еще не определился. Мне не нравится, хотя я понимаю, что все туда ведет, но, может быть, рано или поздно они станут все нормами, но, мне кажется, в русском языке они звучат некрасиво. У нас... Пренебрежительно даже вот это «к». Наверное, у нас просто такие ассоциации, потому что вот эти все, даже там секретарша и вот эти да, все, как-то вот немножко... Училка. Помнишь же, даже Ахматова, по-моему, сказала, я не поэтесса, я поэт. Поэт, да-да-да, она говорила. Вот это как-то звучало более гордо. Ну, может быть, действительно, мы привыкнем рано или поздно. Посмотрим. Посмотрим. Следующее интересное слово – это прилагательное. Кликабельный. Вот, кстати, слышала много раз. Кликабельный – это элемент интерфейса, на который можно нажать «кликнуть». Да, то есть это такой технический термин. Технический, да. Кликабельный. Ну и кликнуть мы говорим, да? Да. Надо кликнуть. То есть это прям уже Кликнуть, вошло, да. вошло в нашу речь. Ссылка не кликабельна. То есть... Нельзя кликнуть. Да, вам прислали какую-нибудь ссылку по имейлу, вы нажимаете, и ничего не происходит, ссылка не кликабельна. Следующее слово «я был в шоке». Пюрешка. Стало нормой? Это слово стало нормой. Вы знаете, что такое пюре? В детстве моим любимым блюдом было картофельное пюре. Конечно. Потом появился мем. Кстати, интересно, слово «мем» стало нормой. Потом появился мем, в интернете появилась такая песня «Пюрешка» с котлеткой, что-то такое. И представь себе пюрешка, вот эта вот ласкательная форма слова пюре. В 2025 году это слово стало нормой, и это редкий случай включения эмоционально окрашенного разговорного слова в академический ресурс. Пюрешка. Я на самом деле, когда работал на радио, иногда увлекался такими уменьшительно-ласкательными суффиксами. У нас очередной телефонный звоночек. Сейчас мы послушаем песенку. Пюрешка. И наш директор всегда говорил, еще раз услышу, убью. Это не детский сад. Что за звоночек, песенка, пюрешка? Звонок, песня, пюре. Мы взрослые люди. Поэтому у меня сразу такое отторжение таким словам. Ну, не знаю, но русский язык такой ласковый, мне кажется. Мы так легко эти слова сочиняем. Ну, что пюрешка стала нормой, я удивлена. У нас есть общий, у меня знакомый, у тебя друг, который, как тебя называют, училка моя любимая? Моя любимая училка, один мой хороший друг меня называет. Училка. Вот пюрешка и училка. Пюрешка и училка. Друзья, мы продолжим через несколько минут. Пока хочу напомнить вам, что если вы хотите стать моим студентом, если вы смотрите видео, то вы сейчас увидите QR-код. Заходите, нажимайте, QR-код и ссылка кликабельны. И изучайте русский язык с удовольствием и со мной. Изучай русский с удовольствием. Переходим к следующему слову. Давай. Если ты не возражаешь, тиктокер. Тиктокер. Ну, это просто, наверное, уже даже старое слово, да? Тикток-то уже не существует или еще существует?
Ольга, ТикТок существует. Хорошо. Автор контента в социальной сети ТикТок. Да. Кстати, это интересно. Да. ТикТокер, есть еще слово ютубер. Вот я хотела сказать, да, или ютубер. Ютубер или ютубер. Но, насколько я знаю, может быть, уже все изменилось. До сих пор нет единого мнения, как правильно писать. YouTube или YouTube. Мне кажется, два варианта. Мне тоже так кажется, а в моем любимом учебнике .ru B2.1 есть слово не репост, stories. Есть слово stories, и в одном учебнике это слово написано stories с S на конце и stories с Z на конце. Я видела «З». И я, когда увидел это, подумал, что опечатка, но когда я начал искать информацию, выяснил, что пока нет единого мнения и две нормы. Stories S на конце и stories Z на конце. Но говорим мы stories. Да. ТикТокер. Все, с 2025 года это слово стало нормой. Нормы. Следующее слово, точнее два, это релокация и релокант. То есть релокация, раньше это была эмиграция или иммиграция, когда человек переезжает из своей страны в другую страну. Сейчас это слово, во-первых, сначала стало модным, релокация, а теперь стала нормой. И человек, который совершил такой переезд, он релокант. И я действительно редко сейчас слышу слова эмигрант, иммигрант, а слышу слово релокант. То есть мы релоканты. Мы релоканты, но поскольку мы переехали, когда это слово еще не было нормой, так что мы, наверное, с одной стороны эмигранты, с другой стороны иммигранты. Ну да. Да. Ну хорошо, еще есть одно слово. Раф. О майн год, как я люблю Ты говорить. любишь. Я ненавижу все это. Я могу сказать, что у меня абсолютно беспричинно это вызывает какое-то отторжение, потому что я в плане кофе жуткий Консерватор. консерватор-итальянец. Есть капучино, есть кофе, это эспрессо, и Есть все. Американо. Ну да. А сейчас ты что пьешь? Американо. Ну вот так. Хотел повыпендриваться. Я, когда жил в Италии и учился, меня научили, что есть только несколько видов кофе. Вот эти все фраппе, фраппучино, раф на кокосовом молоке. Я понимаю, что это мода, это тренд. Я ничего против не имею, просто Слушай, ну мне кажется, раф это только в России. Ты видишь тут раф? нет. Вот мне кажется, только в России. Слава богу. И слава богу, да? Приятного аппетита. Пейте раф. Да, популярный кофейный напиток на основе сливок. Да, но он со всякими вкусами, сиропами. Там, Мгм. по-моему, сиропы, да, и вот в любых романах все пьют раф. Я слышал, что только недавно вообще договорились, что слово «раф» будет с одной буквой «ф», F. да, писаться. Мгм. Так что Ну «раф». Друзья, напишите в комментариях, как вы относитесь к кофе. Вы любите все эти разновидности или вы такой же... Есть, Кофе знаешь, со да, вкусами. есть граммар нации, я кофе нации. Следующее слово Пауэрбанк. Пауэрбанк? Пауэрбанк. Powerbank. Кстати, Да. как ты говоришь, Powerbank или Powerbank? Я говорю Powerbank. Мне кажется, я как это и пауэрбанк. Powerbank, да. Да. Портативное внешнее зарядное Зарядное устройство. устройство. С 2025 года это слово стало нормой. У тебя есть Powerbank? У меня нет пауэрбанка, потому что здесь батарея долго длится. У меня нет пауэрбанка по двум причинам. Во-первых, он мне не нужен. Во-вторых, как только я завел собаку, которую вы все знаете. Кстати, Мартин сегодня... Нету Мартина. Мартин сегодня не с нами. Мне все друзья прислали ужасные видео, где собаки грызут пауэрбанк, он взрывается, начинается пожар, все Нет, горит. Нет, не надо. Поэтому я сказал, в моем доме пауэрбанков не будет. Не будет. Следующее слово, и оно стало нормой в 2024 году, это слово «донат». Донат – денежное пожертвование автору контента в интернете. В этот момент появляется QR-код для ваших донатов. Кстати, дорогие друзья, хочу сказать большое спасибо всем спонсорам, всем тем, кто является спонсорами на YouTube, на Spotify и отправляет донаты. И, кстати, если вы отправляете донат, вы можете написать «этот донат Мартину». И все ваши донаты, адресованные персонально Мартину, тратятся исключительно на Мартина, на игрушки, на корм и на косточки, которые он очень любит. Так что отправляйте донаты не только мне, но и Мартину. Который заслужил. Он герой нашего
YouTube-канала. Следующее слово Инфлюенсер. инфлюенсер. Как тебе? Мне нормально, но когда я говорю инфлюенсер, общаясь с англоговорящими, им почему-то смешно. Многие англоговорящие не любят, когда мы, говоря по-русски, вот используем такие слова. Почему? Мы плохо произносим? Нет, просто для них это как странно. Ну, смотри, например, есть немного русских слов, которые стали, скажем так, общеупотребляемыми, например, бабушка, да? Но Ну когда да. тебе говорят бабушка, тебе кажется смешно? Мне забавно. Ну да, смешно, но как-то да, Да. странненько. Причем, насколько я знаю, бабушка — это именно вот этот вот платок. Американцы называют вот этот бабушкин платок. Бабушкой это он называется называют. бабушкой. А. Если я правильно помню, если я ошибаюсь, напишите в комментариях, уважаемые англоговорящие. Да, инфлюенсер в 2024 году это слово стало нормой. Идем дальше. Идем дальше. Аватарка. Аватарка, по-моему, давно уже, да? Слово «аватар». Ну, во-первых, в фильме есть «Аватар». Фильм Да, есть. аватарка — это фотография профиля в социальных сетях. Мне кажется, этому слову лет 20. Мне тоже кажется. Но, Но. нормой это слово стало только в 2024 году. 2 года назад. У тебя какая аватарка, например, в Инстаграме? Ой, какая мне... Ой, ты там очень красивая. Ты сейчас очень красивая. Ты часто меняешь аватарки? Ну, ты знаешь, нет, раз в год, может. Я раз в год, раз в 2 года. Да? Да. Если удачная, то и не меняю долго. Следующее слово, я хочу произнести его правильно, потому что мне в голову сразу приходит другое слово, имеющее отношение к чему-то интимному, связанному с интернетом также. Deepfake. Реалистичная подмена лиц, голосов с помощью нейросетей. Deepfake. Deepfake — это слово стало нормой в 2024 году, но оно внесено в словарь как важный технологический неологизм. Ольга, живем просто в эру тектонических сдвигов. Это правда. Как это ты думаешь, правда. останемся мы без работы лет через 10 или нет? Я думаю, да. Да? Но я уйду на пенсию, так что останешься без тоже. работы ты. Мне уже 150 лет, я тоже хочу уже быть пенсионером. Ну, вообще и это отдыхать. пугает, Сереж. Да. С другой стороны, с одной стороны это пугает, с другой стороны нашу работу учителей делает интереснее, креативнее и иногда легче. Ну, в этом смысле, да. Да. Так, идем дальше. Следующее слово от тебя. Абьюз или абьюзер, Мгм. психологическое насилие и человек, совершающий его. Ну, видишь, это коротко и ясно, чем по-русски скажешь. Психологический насильник, Да. а тут абьюзер. Абьюзер. Это слово действительно стало К популярным. сожалению, К сожалению, не потому, что появились абьюзеры, просто наконец их начали называть так, своим именами. да, так, как они этого заслуживают. Я недавно слушал подкаст о том, как нужно общаться с абьюзерами. Лучше вообще их не подпускать к себе Лучше даже. не общаться. Да. Следующее слово — это глагол «гуглить», «погуглить». Искать информацию в поисковике Google, хотя мне кажется, что мы не только говоря о конкретном поисковике Google можем говорить «погуглить». Да, это просто искать информацию в интернете, мне Да. кажется, да? Кстати, это интересно, что в русский язык пришло очень много слов, которые стали нормой, и эти слова так или иначе связаны с какими-то брендами. Например, в обычной жизни мы редко говорим подгузники, мы говорим памперсы. Памперсы мы говорим. Мы говорим памперсы, Да, потому что это да, были да. первые подгузники, которые очень рекламировались активно в России в 90-е годы. Да, это правда. А потом что еще? Ксерокс. Ксерокс, да. Как мы не говорим копировальная машина. Мы говорим ксерокс, Да, хотя это тоже марка. ксерокс, да. У вас есть ксерокс? Я хочу сделать копию документа. Даже, в принципе, слово карандаш. Карандаш — это была какая-то марка карандашей, Мгм. французская или какая, и поэтому студенты этому слову всегда удивляются. Карандаш. И карандаш была марка, да, мы взяли как слово. Отлично. Следующее слово, поскольку я периодически слушаю российские радиостанции, музыкальные, не новостные, в рекламных роликах я часто слышу это слово кэшбэк. Кэшбэк. Кэшбэк, да, возврат части денег за покупку. Это слово в 2020 году стало нормой. Кстати, в России вообще кэшбэк — это очень популярная услуга. Мне кажется, в Европе нет. Не, в Европе нет. Но в России как-то, не знаю, с Да. туризмом связано или с чем? Нет, это связано чаще всего с банковскими картами. Если вы платите банковской картой или какой-то кредитной картой определенного банка, то вы получаете кэшбэк
5% на эту карту. То есть вам возвращаются потраченные деньги, точнее, часть потраченных денег. Неплохо. Селфи. Фотография самого себя. В 2020 году, в разгар пандемии, видимо, это слово стало нормой, когда все, сидя дома, начали делать селфи. Да. А я помню, когда еще этого слова не было, или оно не было так популярно, называли эти фотографии «себяшка». А себяшка это не сейчас пришло? Мне Не кажется, знаю. сейчас говорят, Да? селфи нельзя, надо говорить себяшка. Себяшка. Может быть, в связи с законом... Сам себя. Да, в связи с языковым законом сейчас в России запретили Да. все иностранные слова. Если этот закон описывать очень так по-дилетантски, там есть нюансы. Может быть, сейчас это слово стало Ну, популярным. здесь-то они уже вошли. Вошли в 2020 году, но не 20-м. факт, что в 26-м не отменят. Все может быть. Переходим к следующему слову, которое мы уже используем давно, но оно стало нормой именно в русском написании. Wi-Fi. Wi-Fi. И причем смешно, что тут мы говорим Wi-Fi, и все говорят Wi-Fi. И, кто только что смотрит впервые наш подкаст, слушает наш подкаст, смотрит видео, мы находимся в Барселоне, в В Испании. Барселоне, в Испании говорят Wi-Fi. И я помню, что ты была в Москве у своей подруги, говорю, у тебя Wi-Fi есть? Она говорит, что это такое? Я говорю, Wi-Fi, Wi-Fi. То есть Wi-Fi стало нормой давно. Wi-Fi, значит, это слово в 2020 году стало нормой, и нормой, точнее, оно стало раньше. В 2020 году было узаконено написание кириллицей, потому что раньше писали латинскими буквами Y, дефис, Fi, да, черточка. А теперь можно так писать. Wi-Fi по-русски одним словом. Ага. Wi-Fi. Интересно. И последнее слово, тоже имеющее отношение к интернету, к социальным сетям. Хэштег. Хэштег. Метка в социальных сетях. Ты знаешь, в 2018 году было установлено нормативное написание через «е», потому что это был мой вопрос. Я бы написал через «э». Хэштег. Произносим хэштег. Я об этом сейчас подумала, но мне кажется, все-таки в русском это у нас такая буква немножко Специфическая. полемичная, да, и специфичная. Мэр пишем а, например, Да. тест пишем но говорим тест. Многие мои студенты действительно мучаются. И мы с ними. Да, и мы с ними. Но я чаще всего говорю, что работает такой лайфхак, не всегда, но очень часто. Если это слово пришло в русский язык, например, из английского языка, и как оно произносится там, так мы его произносим Да, тоже. да. Мы не говорим секс, мы говорим секс. Мы не Да. говорим тест, мы говорим тест. Мы не говорим контент, мы говорим контент. Хотя Да. пишем е-е-е-е. Ну, когда, например, испанские студенты пишут свое имя Альберт или Хосе через это немножко странно. Тоже странно, Режет да. глаз. Да, это правда. Друзья, напишите, пожалуйста, какие из этих слов вы знали, какие слова оказались новыми для вас, как вы относитесь к тому, что сленг рано или поздно становится нормой, и вообще, с точки зрения отношения к языку, вы консерваторы или наоборот вам нравится, когда вот новые слова приходят в ваш язык из разных языков? Напишите примеры, мы с Ольгой будем читать все комментарии, Да, будем отвечать. да. Оленька, Сереженька. спасибо тебе. Друзья, поставьте лайк, подпишитесь на Русское радиошоу, изучайте русский язык с удовольствием. И с Русским радиошоу. Все, обнимашки. Муа! Пока-пока.